Всем доброго времени суток, дорогие друзья, любимые подписчики и гости нашего канала Паранормальных блогеров. Сегодня мы вернулись к вам с новым видеороликом, и он будет посвящен одному интересному и историческому месту. Это заброшенное здание, некогда бывшее техническое училище при пороховом заводе. Оно было построено аж в 1830 году. Тогда там проводились занятия у детей-сирот, которых после окончания Отечественной войны в 1812 году определили на военное поселение и назначили работать в качестве рабочих. Затем, уже позже, эту школу преобразовали в техническое училище при пороховом заводе. В 1992 году в здании открыли первую в Татарстане школу фабрично-заводского ученичества. Но в годы Великой Отечественной войны там ежегодно обучалось около 2000 квалифицированных рабочих. Это были дети, эвакуированные из западных районов страны и детских домов. В послевоенное время здесь обучались и воспитывались дети, оставшиеся без родителей. Училищем было подготовлено около 50 тысяч квалифицированных работников. Учились там и такие известные личности, как первый лейтенант Борис Шульгин, генерал Георгий Павлов, командир Борис Кузнецов. И это только малая часть знаменитых и великих людей, которые обучались в данном училище. Но, к сожалению, в 2006 году здание было закрыто. Как таковой информации, почему это произошло, нет. Очень жаль, что теперь такое замечательное, красивое с архитектурной точки зрения и историческое здание практически пришло в упадок. Внутри полная разруха, несмотря на еще вполне себе крепкие стены и мощную старинную кладку из кирпича. Мы, в свою очередь, не могли пройти мимо этого значимого места и, конечно же, пришли сюда, чтобы поделиться с вами историей, прогуляться по опустевшим коридорам, заглянуть в некогда служившими для обучения детей кабинеты, ну и, конечно же, окунуться в атмосферу этого заброшенного здания. Да, друзья, об этом месте, по крайней мере, мы не слышали ничего, что касается мистической истории. Никто не рассказывал о призраках, аномалиях, ужасных полтергейстах и прочих жутких созданий, которые бы кошмарили местных жителей. Но мы уверены в том, что такое здание таит в себе огромное количество информации и несет мощную энергетику. Ведь у каждого места своя энергетика, и она везде разная. А вот какая же она у этого здания, мы постараемся выяснить вместе с вами, ознакомившись с ним в дневное время суток, ну а затем по традиции вернуться сюда ночью, чтобы провести эксперименты и попробовать пообщаться с этим местом. Но хотим еще добавить такую информацию, о которой нам рассказали одни наши знакомые, что живут неподалеку от этого училища. Там года 2 тому назад произошла трагедия. В одном из помещений вспыхнул пожар, и в нем сгорели 2 человека. Скорее всего, местные бомжи. Но учитывая все, что там происходило, плюс эта трагедия и наверняка то, о чем мы просто не знаем, думаю, ночью там будет на что посмотреть и что вам показать.
Поверьте, атмосфера даже днем какая-то холодная, настораживающая и волнующая. Так что ночью будет куда захватывающе. Ну что, дорогие наши друзья, а пока приглашаем вас прогуляться вместе с нами и ознакомиться с этим историческим и очень атмосферным зданием. Приятного вам всем просмотра! Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы рады вас вновь всех приветствовать. Друзья, ну вот и прошли все новогодние праздники, и мы вновь, отдохнувшие, приступили к работе. И сегодня мы с вами отправимся на одну очень интересную и достаточно такую эпичную заброшку. Она примечательна тем, что это достаточно старое здание. Оно, по-моему, 1830 года постройки. Построено оно в стиле эклектики. В более позднее время здесь был достроен 3-й этаж. Само здание было изначально двухэтажное. И оно все это время являлось учебным заведением. Да. Ну вот, и мы с вами сегодня пришли. Давай покажем. Вот в это здание. К сожалению, его в объеме показать. Ну, может быть, получится подальше, потом отойдем. Да, мы хотели... Просто здесь кругом сугробы. Сугробы, да. Мы хотели, конечно, облететь его на квадрокоптере, но Погодные условия не позволяют. пока нет такой возможности. Возможно, как-нибудь. И еще, друзья, здесь есть небольшое препятствие. Конечно, ходить ночью здесь будет немного, ну, скажем так, палевно. Посмотрите, здесь кругом жилые дома. А вот там, вот, где написано «столовая шаурма», вот за ней, там находится отдел полиции. Поэтому нужно ходить очень аккуратно. Вот, собственно, дома практически напротив. Да. Друзья, у нас сегодня, ну, так сказать, разведка. Как и обычно, по традиции, первая часть будет разведка. Мы сюда вернемся обязательно ночью, чтобы снять наши эксперименты и прочее. Ну, все по традиции. Ну что, давайте пройдем. Будем проходить через центральный вход. Сейчас я немножко свет прибавлю. Поярче надо сделать, а то здесь темно. Давайте немножко ознакомимся. Так. Все, режим я поменяла. Смотри, здесь был музей. Точно. Еще старая плитка. Так, друзья, хочу сразу сказать, это здание особо, ну, такой истории как таковой вот не имеет, я имею в виду мистической. Но есть одно небольшое но. Здесь где-то около 2 лет назад здесь около 2 лет назад в одном помещении сгорели 2 бомжа. Я, ну, примерно по слухам, как нам, в общем, сказали, примерно мы знаем, где. Мы пройдем туда обязательно, покажем вам. Ну, а дальше все увидите сами. Пойдемте в музей. Давайте, да, небольшой экскурс проведем. В каком состоянии музей. Уху-ху-ху-ху. Вот, кстати, здесь горело. Смотрите, здесь очень высокие потолки, я не знаю, наверное, 3 метра с лишним, да? Сейчас я вам покажу для масштабности. Скорее всего, даже больше 3 метров. Да. Что-то здесь не густо с экспонатами, да? Да, к сожалению, музей
пуст. Вон там кто-то ходит. Не будем привлекать лишнее внимание. Да. Вот такие арочные окна. Здесь тоже можно пройти, да? Так. Творится, как всегда, полная разруха. А здание просто шикарное. Сапоги. Так. Хорошие сапоги надо брать. Да тут еще и ботинок. Тоже неплохой. В общем, какое-то время, как вы понимаете, здесь жили бомжи. Вот остатки от кассеты. Ага. Еще один вход боковой. Так, что здесь? Ну, тоже просто все завалено. Кстати, дрова. Что за кость? Угу, кость. Наверное. Вот, кстати, отсюда, из этого окна очень хорошо видно, как близко находится дом. Педагогический кабинет. Да. О, класс. Как можно было запустить такое здание, не понимаю. У нас это делается легко. Было роскоши. Да, здесь все, видишь, было обшито гипсокартоном. Ну, здесь надо, конечно, аккуратно везде. О, коротышка. Люди ходят. Скорее всего, раздолбили печь. Сегодня морозец. Да. Так, пойдем дальше. Так, здесь у нас что? Ну, тоже очередные кабинеты. Ну, можно туда пройти. И вот оттуда смотрит полный. Ага. Остатки мебели. Обои. Ну, естественно, наличие. Вот, кстати, вот там находится отдел полиции. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тут вообще мусор, кошмар. Занавеска. Ну, собственно, здесь они, да, Или как он, сервант, буфет. буфет, не знаю, как он называется, наверное, буфет. Здесь, скорее всего, они и жили. Да. Видишь, это диван? Да, да, возможно. Угу. Смотри, печь. Ага. Печь же, или что это? Ну, скорее всего, печь. Да.
Как всегда, туфли. Да тут много чего осталось. Долго уже задерживаться не будем, потому что очень холодно, а здесь с окнами проблемы, они все здание продувается. Полиция, блин. Да, еще хуже полиция. Да. Здесь вот сейчас только были. Слушай, шкаф. Угу. Ну это вообще старый. Отсюда выйдем? Или оттуда? В общем, вот она, небольшая комнатка. Что это такое? А, это плитка. Зря мучились. Я думаю. Угу. Да, санузлы. Так. Ой-ой-ой-ой. Тоже остатки мебели. Там кто-то храпит, слышите? Ладно, пойдемте отсюда. Там похоже бомж, друзья. Туда лезть не будем, мешать ему не будем. Я не знаю, как сюда идти ночью, если здесь бомжи тусят. Друзья, но мы все равно постараемся. Давайте потихоньку сейчас на второй. Наверх, да. Пойдем. Не будем задерживаться. Лестница без перил. Во. Тут уже. И это, скорее всего, актовый зал. Вот это да. Вот так интересно. Бомжи, оказывается, еще до сих пор здесь обитают. Да. Ну это похоже. Ага. Тут похоже остатки сцены. Это, знаешь, это не сцена. Трибуна. Возле этих ставят для учителя. Ну, как подиум, типа. А, ага. Доски. Ясно. А Ну и вот сам там- актовый зал, да. А вот там, по-моему, как раз бомжи сгорели. Давай посмотрим. Разве не выше? Видишь? От учебного стульчика. Угу. Ну, типа актовый зал. И посмотри, полы вообще в отличном состоянии. Плитка, да? Да. А здесь, смотри, по-моему, типа Витражи, да. витражи, да. Шикарно. Все побили. Да. Все окна побиты.
это огромное окно тоже на лестничной клетке в личном пролете. Ага. Здесь висела доска с наскальной живописью. Еще остатки полочек, да, на которых, скорее всего, наверное, были цветы какие-нибудь. Тут еще более-менее. Что такое? Это вот. Это какой-то... Что это может быть? Все здесь было обшито панелями. Вот осталось еще. А это что? Это коммуникации. Все пусто. Один мусор. Выдерну. Эти черные мешки. Да уж. Фух. Выдернутая проводка, естественно. Пустота. И здесь горело, посмотри-ка. Да. Ох, здесь лестница вообще. Жесть. То же самое. Пусто. Ну что, теперь в такое помещение. Окна нараспашку. Кто открыл окна? А, так это оно. Ой-ой-ой-ой-ой. Сгорели два бомжа. Шоколадно. Ну это, скорее всего, знаешь, это что-то похоже. Что это может быть за помещение такое? Ну, похоже, было закрыто вообще, изолировано. Какое-то отверстие. Оно металлом тут обшито. Здесь птицы жили раньше. Гнездо осталось. Ладно. Что здесь такое было-то? Ага. Нет, архитектура здесь, конечно, шикарная. Да. Горело-то хорошо. Наверное, здесь надо будет потом пройти сфотографировать. Как думаешь? Да, надо. Ну что, выше? Выше давай сходим, посмотрим. Единственное, надо все-таки выбрать такое место, чтобы минимум звуков было. Что такое? Апартаменты. Да? Угу. Ладно, пойдем аккуратненько. Странно, что его не законсервировали. Так, ну третий этаж это уже... Смотри, доска. Доска. Обалдеть, еще осталась доска. Вот это уже новодел. Более современные. То есть здесь потолки не такие высокие. Окна обычные, стандартные, типовые. И доска осталась еще.
Боже. Класс. Классно. Сразу вспомнилась школа. Ну что, дальше? На чердак похоже, лестница. Угу. Еще шкаф целый, да. Относительно. Это что такое? Ну, молодежь сюда заглядывает. Здесь уже видишь современные более-менее такие окна. Да, я уже сказала, что это уже новострой. 3-й этаж он. Сверху сними. Отсюда я отсюда хочу. Вот, собственно, вид на город. Мы пойдем сюда, наверное, тоже посмотрим. Здесь бы не провалиться. Это и есть отдел полиции. Но я его уже ранее показывала. Здесь просто его более видно. Там даже, по-моему, в окнах можно что-то рассмотреть. О, опасненько тут. Просто ничего нет. Ничегошеньки, даже окон нет. Ага, защита Отечества, священный долг каждого гражданина России. Российские времена, это не было СССР. Ну да, когда она закрыла, смотри, это что, бабочка? Ага, бабочка, она уже все замерзла. Ой-ой-ой-ой, тут вообще кошмар. Ну вот они, по-моему, эти доски. Ага. Да. Смотри, надпись. Печка. Сверху. Надеюсь, что нет. Здесь тоже, наверное, была доска. Как говорится, чем суицидников больше, тем суицидников меньше. Сори за черный юмор. Смотри, какая интересная Так, смотри. инсталляция из мебели. Ага. Но здесь тоже была доска. И вот остался так, условное обозначение. Так, это я не вижу сварных соединений. Интересно. Ну, пособие для сварщиков. Ну что там дальше? Угу. Да. Состояние тут, конечно, вообще. Тут носок идет. Оригинал. А здесь тоже, знаешь ли, такое лежбище юмора бомжей. Да. До какого-то времени, видимо, здесь окна еще были, но они здесь и ютились. Тут тоже
Беда с полом. Ага. Храпящий бабай. Может, там женщина храпит. Не знаю. Я даже не заглянула. Это кабинет алгебры. Ага. Да, формула, логарифмы. Да. Идем. Сюда пойдем, да? Я думаю, что можно сходить, только аккуратненько. Лестница, видишь, без перил, узкая. Единственное, вот у меня вопрос. В этом же здании есть подвал. Да, И у со него стороны полиции. со стороны полиции, да, и там отдельный вход. И вот я не знаю, вдруг там тоже бомжи. Не знаю. Есть ли смысл туда? О, это жесть. Ребята, не делайте то, что делаем мы. Это очень опасно. Так, чердак. Ага. Классно. Выглядит, конечно, красиво. Фу ты, блин. Что тут? Да, ну, еще один. Ага. Так. Здорово работа. Геометрия. СГПТУ. 21, город Казань. 84 год. 84-й. Так. Ну, арка. Вот, скорее всего, от окна. От окошка. Ага. Да, здесь, конечно, вообще... Ага. Здесь, конечно, вообще все занесло. Крыша дырявая. Непонятно, почему такое основательное, хорошее здание. Давай, сейчас я сфотографирую. Так, друзья, мы уже спустились сейчас на второй этаж. Немножко пофотографировали. Сейчас постараемся спуститься в подвал. Но, Если нас вдруг что-то будет смущать, мы, наверное, туда заходить не будем. да, может быть, попробуем в другой раз. В общем, сейчас посмотрим. Посмотрим по ситуации, да, не будем загадывать. Да, ну то есть, если вы видите, что еще осталось время в ролике, то значит у нас все получилось. Ну все, погнали, друзья. Пойдем. Пожелайте мне удачи. Ну да, уж пожелайте нам. Что это было? Пожелайте нам. Пожелайте нам. Так. Именно из того здания, где бомжи сгорели, Ага. оттуда стукнул. Ну что, пойдемте. Да, конечно. Пойдем отсюда. Да. Да, там лестница. Лестница, да. Как бы нам просто интересно само здание. Оно повидало многое на своем веку. Сколько мы уже, получается? Вот если посчитать. Если 1830 год. Перекармлись. О, да. Получается, этому зданию около 200 лет. Да. Отсюда выйдем. Сюда же пойдем. Сейчас пройдем, посмотрим. Пойдем тогда свет, наверное, выключаем. Да, выключаем. Рисковать не будем.
Ну, это с боковой стороны. Так. То есть вот это где другой вход. Здесь вон видно, да. Вот такое здание. Конечно, его бы днем. Может быть, попробуем как-нибудь прийти. Ну, как всегда, луна. Итак, мы попробуем с другой стороны обойти к подвалу. Друзья, не знаю, там кругом машины. Везде люди, да. Везде люди. Сейчас время сколько, наверное, уже около 5. Не около, наверное, 5. С чем-нибудь. Уже потемнело. Ладно, пойдем Ну, попробуем, посмотрим. да. Угу. Конечно, свет выключили. Ну, люди ходят. Я не знаю, будет что-то видно или не будет. Так, вот мы. Вот как раз полиция. Ну, мы уже говорили, да, что это полиция. Вот люди стоят кругом. Да, здесь везде машины. А И подвал? сам подвал, да, вот он. Попробуем. Ох, не знаю. Аккуратненько. Открыт. Нет, мы здесь не спустимся. Свет не надо. Почему не спустимся? Спуск здесь очень опасный. Может, не стоит, а? Давай-ка не надо. Свет, не надо. Просто посмотрю. Не стоит. Серьезно. Это надо делать не зимой. Итак, эпичный спуск. Я прекрасно понимаю, что вы нас за это будете очень сильно ругать. Но не сделать мы этого не могли. Ого. Вам интересно? Ого. Вот это да. Здесь кругом. Так, надо свет прибавить. Стенды. Еще учебные. Класс. Это надо сфотографировать. Потом мы пройдемся. На остатки мебели, стулья. Теперь вперед. Боже. Вот очень интересно. Банки, склянки. Химическая лаборатория уже была. Мгм. Противогаз. Что-то я не хочу на стенды портить их. Противогазы везде. Смотрите. Вот они. Он тоже горел, кстати, подвал-то. А вот здесь, собственно, были печи. И там что-то в них тоже лежит интересное. Ну, видимо, жгли. Так, это что такое? Коррозия металлов. Смотри, как интересно. Ага. Вот эта печь. Да. Класс, смотри. Ну, Видишь, это вообще видно? да. Вот интересная конструкция. Посмотрите, какая кладка шикарная. О, сколько елей. Я говорю, около 200 этому зданию. Противогазы. Да, остатки. Здесь горело. Жутко. Даже посмотри.
мишени. Мишени, да. Детские, кстати, противогазы. Вот это взрослые, вот это Да, детские. да. Ну, здесь сколько мишеней-то. А здесь прям тепло, да? Ага. О, я даже маленько Здесь согрелась. прям вообще тепло. Ну, вздоховато. Ну, тут достаточно тоже высокие потолки, да? Так, что написано? Предлагаем выбрать специальности. Вот, кстати, все специальности, которые здесь были. Потом я сделаю фотографии попозже. Это что такое? Это был Чемоданчик. чемоданчик, да. А в нем, возможно, был микроскоп. Так, здесь что? Хотя, ну, я Войсковой прибор химической разведки. почему я так думала? Ну, у меня в детстве только маленький, ну точно такой был маленький микроскоп. Но здесь, возможно, не знаю, может быть, тоже либо микроскоп, либо эти противогазы. Или они где хранятся, я не знаю. Но обычно они в сумках, насколько Ну, я знаю. значит, это. Смотря, наверное, какая модель. Ну вот, мы дошли до конца. Мы это сделали, да. Интересно, по-моему, да. Давай-ка я сфотографирую. Давай. Так что, друзья, мы сейчас еще пофотографируем. И, наверное, уже пойдем. Да, сейчас я свет отключу. Так, друзья, мы пока отключимся, пофоткаем. Ну что, друзья, Наша небольшая экскурсия закончена. да, Разведка. мы все-таки попали в этот подвал. Ну, мы не могли туда не зайти, естественно. Думаю, что очень надеемся, что вам понравилось. Да, поэтому кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Друзья, мы сюда обязательно вернемся ночью. Обязательно ждите ночной выпуск. Он также не заставит себя долго ждать. Постараемся его побыстрее выпустить. Ну а пока ненадолго с вами прощаемся. Спасибо всем огромное за просмотр. Вы большие молодцы. Мы вас очень любим. Обнимаем. И вы у нас Лучшие. лучшие. Пока-пока. Пока.